жизни. Я собирался строить одноэтажный 100-метровый дом, да еще и в теплых краях у моря. Изначально жил в доме у родителей, копил деньги и постепенно шел к своей мечте. Но так случилось, что дом, где я жил, сгорел, и вместе с ним сгорели все мои мечты. Купленный с таким трудом участок у моря пришлось продать, просто чтобы было на что жить, и про 100-метровый дом, соответственно, забыть. На том могла и закончиться моя история, но жизнь научила меня не сдаваться. Я придумал, как можно удешевить строительство дома и получить примерно такую же площадь с теми же 3 отдельными комнатами. За основу я взял проект дома Z7 и 2 комнаты справа просто перенес на мансарду, сделав пространство под крышей жилым. Первый этаж дома получился около 50 квадратных метров, и под крышей получилось еще больше 30 квадратов. Нормального проекта на тот момент у меня не было. По видеоурокам на YouTube также первый раз в жизни сделал 3D модель дома. Это не так сложно, как кажется, и понял, что дом выглядит вполне нарядно. А расчет сметы показал внушительную экономию за счет принятых мной решений. Плюс такой дом можно строить поэтапно, без огромных вложений сразу, и он хорошо подойдет молодой семье с перспективой появления детей в будущем. Я вернулся жить в Ленинградскую область, арендовал квартиру, и с продажи участка у моря у меня остался 1 миллион рублей, на которые я хотел начать стройку. Земли для строительства у меня больше не было. Изучив вопрос, не побоялся купить дешевый участок в СНТ и за 250 тысяч рублей купил 10 соток земли со старым домом на участке, который очень удачно можно было использовать в качестве бытовки. Хоть земля и была в СНТ, но она в черте города, и у меня в пешей доступности есть детсад, школа, магазин, больница, аптека и любая другая инфраструктура, делающая нашу жизнь удобной. Перед началом стройки в марте 2020 года, когда весь мир в один момент сошел с ума, вселенная решила испытать меня по полной, и не успел я отойти от пожара, как сначала очень сильно заболел, а потом еще и в ДТП попал. Вот в таких условиях я начинал стройку. Если вы думаете, что у вас в жизни что-то идет не так, вспомните меня. Главное, я остался жив, а пока ты жив, все можно решить. Первым делом я начал земляные работы на участке. Вручную выкорчевал 5 яблонь, которые мешали, благо оставались еще и другие. Разметил пятно застройки и при помощи лопаты стал делать вгрунтовку, убирая плодородный слой земли, который у меня очень удачно составил всего около 30 сантиметров. Убрать землю нужно было всего на один штык, и по незнанию это казалось простой задачей. Дальше я прорыл неглубокие траншеи по периметру пятна застройки с уклоном 5 мм на 1 метр, установил по углам смотровые колодцы, застелил траншеи иглопробивным геотекстилем и положил перфорированные трубы в геотекстиле, засыпая их гранитным щебнем, проверяя, чтобы они сохранили необходимый уклон. В моем случае такой дренаж вокруг дома был необходим, так как на участке очень высокий уровень грунтовых вод, и дренаж будет сохранять песчаную подушку всегда сухой и поможет избежать неравномерной осадки дома. Перед засыпкой песка раскатал по всему котловану геотекстиль, чтобы крупный песок не смешивался с мелким пылеватым, из которого в основном состоит грунт на участке. Также вручную навозил в котлован половину необходимого песка, все это разровнял и пролил водой, чтобы первоначально уплотнить песок. А затем трамбовал первый слой в 15-20 см при помощи виброплиты, которую брал в аренду. После трамбовки первого слоя довозил в котлован оставшийся песок, чтобы в итоге получить песчаную подушку толщиной в 30 см, и второй раз прошел все виброплитой. Проходил по 2 раза в каждую сторону вдоль и поперек подушки. То, что я делал 2 месяца вручную, экскаватор бы сделал за 2 дня, и второй раз я вручную бы все это делать не стал. Так как грунт болотистый, то большой экскаватор мог бы все испортить, в чем я убедился, когда большой экскаватор приезжал, чтобы выкопать пруд. Поэтому второй раз для такой работы использовал бы мини-экскаватор и всегда бы придерживался правила, что если на стройке что-то можно механизировать, это нужно механизировать. А вот что в любом случае придется делать вручную, это канализация. По чертежу разметил все необходимые трубы и собирал единую систему. При помощи листа бумаги размечал места реза, болгаркой было удобно отпиливать и затачивать трубы для более удобного соединения. Старался, чтобы нигде не было поворотов на 90 градусов, а максимум 45. В местах канализационных выходов использовал не один 90-градусный уголок, а 2 уголка по 45 градусов. Для соединения элементов надо не забывать пользоваться смазкой. Есть специальные, но подойдет даже мыло или ферри, ну или как я по старинке иногда просто плевал на трубы. Когда все трубы были собраны воедино, разметил контуры на песчаной подушке и выкопал траншею с уклоном 2 см на 1 метр. Уложил трубы в траншею и, контролируя уклон трубы, аккуратно все это закапывал. Все уклоны контролировал при помощи лазерного уровня и крайне рекомендую не пожалеть денег на его покупку. Он невероятно выручает на протяжении всей стройки. Закопанную траншею проливал водой, чтобы уплотнить песок, и дополнительно проходил все ногами. Чтобы приступить к следующему этапу, натянул несколько шнуров по поверхности песчаной подушки и самодельной шваброй выравнивал поверхность, чтобы добиться предельного отклонения по плоскости плюс-минус 10 мм. Грунт на моем участке — это мелкий пылеватый песок, чрезвычайно насыщенный водой, в простонародье называемый плывун. Попрыгай.
Как показали дальнейшие расчеты, с моим домом даже ленточный фундамент можно было бы сделать на таком типе грунта, но я решил подстраховаться и применить фундамент посерьезнее. Делать полноценную монолитную плиту с двухконтурным армированием в моем случае не было никакого смысла, это был бы жуткий перерасход и тупо выброшенные деньги. А вот фундамент типа УШП, то есть утепленная шведская плита, был некой золотой серединой. Он выходит немного дороже, чем просто лента и утепленные полы по грунту, но зато имеет чуть лучшую несущую способность, лучшее распределение нагрузки на грунт, и он более удобный в производстве работ. А удорожание в основном происходит за счет большего количества утеплителя под полом, которое на самом деле на дистанции окупится, так как позволит меньше тратить денег на отопление дома. В качестве этого самого утеплителя я использовал экструдированный пенополистирол. Под ребрами фундамента толщиной 50 мм, а толщина утепления под полом составила 250 мм. Второй раз я бы укладывал пеноплекс сразу на песчаную подушку, без пленки, а просто потом проклеил бы стыки листов сверху. И на тот момент экструзия не сильно отличалась по цене от обычного пенополистирола, а на сегодня получается ощутимая разница, и верхние 200 мм утепления под полом как вариант можно сделать не из экструзии, а из обычного пенополистирола. Это позволит сэкономить, но по возможности и второй раз я бы делал с экструзией. Также я сразу уложил листы утеплителя для создания утепленной отмостки на 1,20 м по периметру дома, чтобы практически свести на нет морозное пучение грунта. А также такой тип фундамента позволяет нам сразу же сделать утепление цоколя, которое у меня получилось толщиной 100 мм. Чтобы вся конструкция выжила во время заливки бетона, сделал щиты из досок. Расположил щиты вдоль цоколя и сделал удерживающие подпорки, которые можно расположить через метр друг от друга. Еще на этапе песчаной подушки и утепления фундамента были предусмотрены две закладные, одна из которых предназначалась под ввод воды в дом. В нашем СНТ была возможность подключиться к городскому водопроводу, что я и сделал. Стоило это 72 тысячи. В качестве армирования ребер фундамента использовал 6 стержней 12 арматуры и поперечные хомуты из 8 арматуры, которые гнул при помощи трубы из нехитрой самодельной приспособы из деревянного поддона. Армокаркас тоже вязал своими руками, обычным крючком и вязальной проволокой толщиной 1 мм. Крючок продеваем в петельку, кончики загибаем вниз, прижимаем и закручиваем. Нахлёст арматуры делал не меньше 40 диаметров, то есть в моем случае не меньше, чем 480 мм. Соединение я выполнил не совсем правильно, стыки прутов надо было располагать не в одном месте, а в разбежку. Дополнительно проармировал все углы и начал вязать сетку под полом. Для сетки я использовал арматуру 10 диаметра и заводил пруты сетки на ребра фундамента для создания единой конструкции. Основная ячейка получилась 20 на 20 см. Вязал это все также проволокой через одно перекрестие в шахматном порядке. Каркас ребер и сетку ставил на специальные пластиковые фиксаторы для создания защитного слоя бетона 40 мм. И местами использовал просто нарезанные кубики утеплителя, но лучше использовать фиксаторы, их просто не было в магазине. Ребра фундамента получились 30 на 30 см, а толщина пола 10 см. В традиционное УШП сразу по армокаркасу наматываются трубы для водяного теплого пола, но я тогда не очень сильно разбирался в стройке, и обстоятельства вынуждали меня как можно быстрее доделать хотя бы коробку, и теплые полы на тот момент казались лишь мечтой. Объем для заливки бетона вышел около
10 кубов. Брал бетон B25. И чтобы сэкономить, желательно, чтобы все влезло в один миксер. Так не придется переплачивать дважды за доставку. Я считал, и в современных условиях заливка вручную чего-то больше 1 куба уже не имеет смысла. Рациональнее заказать миксер. Основная проблема на моем участке — это грунт. И когда я заказывал сыпучку, то убедился, что большой груз не может заехать ко мне на участок. Машина просто садится. Соответственно, миксер никак бы не мог подъехать к месту заливки, и здесь на помощь пришел бетононасос. Очень крутая штука, которая максимально упрощает заливку бетона в любой точке участка прямо с дороги без необходимости заезжать. Друзья согласились помочь мне на заливке бетона, и с бетононасосом каторжная работа превратилась в удовольствие. Фундамент дома был залит без особых усилий всего за 35 минут. При заливке бетона я еще брал в аренду вибратор. Вроде мелочь, но чрезвычайно важная. С ним бетон получается гораздо качественнее. Гладилку в аренду я не нашел, поэтому разглаживал бетон при помощи самодельной швабры из куска старого шкафа. Опалубка фундамента была выставлена в уровень, поэтому даже нитку не натягивал. И так удалось сделать около идеальную плоскость. После фундамента остатками бетона залили заезд на участок, чтобы потом можно было без проблем разгружать грузовые машины. Сам фундамент обошелся на тот момент 199 тысяч, но с дренажом и песчаной подушкой вышло около 250. На момент заливки стояла жара под 30 градусов, поэтому 2 недели я ухаживал за бетоном. Проливал его водой и укрывал пленкой. 100% прочности бетон набирает за 28 суток, но столько ждать нет необходимости, поэтому я начал кладку стен через 2 недели. Можно было бы и еще быстрее. Для стен купил газоблок D300 толщиной 300 мм. Для линобласти этого достаточно по теплотехнике, и такую стену можно больше ничем не утеплять. Класс прочности блока B2. Этого достаточно для строительства зданий высотой до 3 этажей. Первоначально раскатал на раствор наплавляемую гидроизоляцию. Ее можно было бы наплавить, но у меня не было горелки. И дальше необходимо положить угловые блоки. Начинал с самой высокой точки и на обычный цементный раствор при помощи лазерного уровня и натянутых шнурков положил 4 угловых блока. На следующий день раствор схватился, и можно было класть весь первый ряд. Это нужно было делать максимально ровно, потому что чем лучше будет уложен первый ряд, тем проще и быстрее пойдет остальная кладка. Весь первый ряд я укладывал на ЦПС, также заполняя вертикальный шов. При кладке второй раз я бы вертикальный шов делал с пеной. Первый ряд кладки необходимо было проармировать. Для этого сделал 2 небольшие штробы по периметру всего ряда. В углах штробы дорабатывал при помощи острой наискось спиленной трубы. Заполнил штробы клеем для газоблока и поместил туда арматуру. Для армирования кладки из газоблока лучше использовать арматуру 8 диаметра. После высыхания прошел поверхность первого ряда теркой и наждачкой для выравнивания. У меня не получилось сделать первый ряд идеально ровным, и вторым рядом думал немного исправить ситуацию. Второй ряд кладки я делал на клей для газоблока, а так шов получается в пару миллиметров и дает возможность чуть-чуть сыграть и выровнять кладку. На втором ряду вертикальные швы делал уже на пену.
покупал газоблок с захватами для рук. Так гораздо удобнее вести работы, но остаются вот такие полости, которые я решил запенивать. В дальнейшем я еще попробовал газоблок формата паз-гребень. Мне показалось это полной шляпой, которая больше мешает, чем помогает. Второй раз точно так же бы брал гладкий газоблок D300 с захватами для рук, и полости от захватов можно не запенивать. В этом практически нет смысла. Третий ряд кладки, как и в целом весь остальной объем, я выполнял на специальную клей-пену. Это не обычная монтажная пена, а специальная с определенным составом и свойствами. На нее кладка выходит на сегодняшний день 1000 на 20 дороже, но это экономия огромного количества времени и сил. Плюс кладка реально получается теплее, что подтвердил будущий осмотр дома тепловизором. Класть на пену было одно удовольствие, особенно это ощущаешь, когда кладка поднимается выше, и ползать с ведром клея над головой становится крайне неудобно. Подоконные зоны я также заармировал по принципу первого ряда, только арматуру укладывал не по всему периметру, а с выступом по полметра за края будущего проема. All the way from north to south, it's been a long time coming. Когда класть блоки с земли стало трудно, из поддонов от газоблока и щитов от опалубки фундамента сделал леса, с которых можно было доложить до конца первый этаж. Для пары оконных проемов я купил готовые армированные газобетонные перемычки. Заказывал также на заводе их вместе с газоблоком. Эти перемычки можно легко установить вручную вдвоем. Для дверного проема перемычку не использовал вовсе, просто делал временную подпорку из доски и склеил два блока пеной. Над панорамным окном я также на подпорке склеивал U-блоки, которые имеют выпил внутри. Для двух окон со стороны входной двери перемычек у меня не было, и с этой стороны я тоже решил залить все в U-блоках от угла до угла. Из-за недостатка опыта нагородил огород, на самом деле надо было не покупать готовых перемычек, а делать замкнутый железобетонный пояс в U-блоках по всему периметру стен. Это вышло бы не сильно дороже, зато сильно надежнее и уберегло бы от пары трещин, которые появились в будущем. Из 5 стержней 12 арматуры связал каркас и поднял его наверх. Потом одолжил у друга бетономешалку и так заливал железобетонную перемычку. Стены для дома обошлись в 214 тысяч. На этом этапе у меня стали заканчиваться деньги, и, как всегда, не вовремя, у меня еще и обокрали бытовку, украли много инструмента, 2 комплекта колес на машину, и пришлось оставлять стены первого этажа на зиму без крыши. Чтобы кладка стен из газоблока перезимовала без проблем, я закрыл весь обрез кладки пленкой и закрыл подоконные зоны. Внутри коробки по периметру с нахлестом на стены закрепил пленку, чтобы скапливающаяся вода на плите не мочила первый ряд блоков. Немного заводил ее на стену и проклеивал между собой. Таким образом зимовали стены без проблем.
За зиму удалось заработать немного денег, и ближе к весне я купил балки перекрытия. Так как дом размером около 7,5 на 8 метров с принципом свободной планировки, то мне не подходил стандартный 6-метровый пиломатериал, и я решил купить балки из ЛВЛ бруса на заказ в нужную мне длину. Стоило такое удовольствие 77 тысяч. ЛВЛ брус — это, грубо говоря, фанера большого сечения. У меня получилось 11 балок длиной 7,2 метра, сечением 240 на 90 мм. Из газоблока я сформировал посадочные места для балок, положил гидроизоляционные прокладки и расставлял балки перекрытия по своим местам. ЛВЛ брус, несмотря на большое сечение, за счет того, что он сухой, получается относительно легкий. И в целом наверху можно уже было справиться даже в одиночку. Для продолжения работ потребовалась лестница. По принципу я его слепила из того, что было, соорудил временную лестницу из двух досок 50 на 150, разметил все просто угольником под 45 градусов. В качестве опоры под ступеньки напилил бруски 30 на 40 и надежно зафиксировал это все гвоздями. А старая половая доска послужила отличными ступеньками. Теперь стало удобно подниматься на будущую мансарду и поднимать туда материал. Но перед этим пришлось еще немножко поколдовать над перекрытием. Отдельные балки нужно было собрать в целостную конструкцию, а для этого нужно было соединить балки между собой перемычками. Выпиливал необходимый размер перемычку из доски 50 на 150 и огромными гвоздями пробивал балки насквозь, соединяя их перемычкой. Так набил перемычек через 1,20 м в шахматном порядке по всей площади. В дальнейшем практика показала, что перемычек надо еще в 2 раза больше. Все из тех же поддонов от газоблока и щитов от опалубки фундамента я соорудил временный настил по периметру стен наверху, чтобы можно было передвигаться. В последующем понял, что сделал двойную работу, потому что все это потом пришлось разбирать и переделывать на нормальный настил из нормальных досок по всей площади. И лучше было это сделать сразу. Стены были готовы подниматься выше, и я выложил еще 2 ряда газоблока, чтобы получить более приемлемую высоту потолка на мансарде. Попробовал самодельную приспособу для кладки, подсмотренную на просторах ютуба. Выглядит интересно, но лично для меня показалось бесполезной. За первые пару рядов приноравливаешься класть блоки и делаешь все с той же скоростью и аккуратностью, просто шпателем. Так же, как и с этим приспособлением. Поэтому плюнул и дальше делал все как обычно. Следующий ряд должен был стать полноценным армопоясом. Зачем-то я пожалел деньги на ублоки, что было ошибкой, и из блока толщиной 100 мм выложил по периметру одну из стенок под заливку армопояса. В ублоках работу было бы вести гораздо удобнее, и узел бы получился теплее. Если бы стена была толщиной 400 мм, то можно было бы еще расположить пеноплекс между блоком и бетоном. А так как стена толщиной 300 мм, его было просто некуда засунуть, иначе не получился бы достаточный защитный слой бетона, и железобетон не работал бы как положено. Практика показала, что можно жить и так, как сделал я, но второй раз слил бы все в ублоках. Из 4 стержней 12 арматуры связал армокаркас, который расположился по периметру всех стен. Напилил шпильки М16, чтобы расставить их на сторонах дома, где потом будет узел крепления крыши к стенам. Армокаркас ставил на куски утеплителя, чтобы сформировать защитный слой, который получился около 30 мм. Из досок соорудил опалубку, и так сформировалось место для заливки бетона. Чтобы не заказывать миксер из-за одного куба, решил совместить бетонирование армопояса и будущее утепленной отмостки вокруг дома. Для этого болгаркой напилил сварную сетку из тройки. Второй раз брал бы толщину 4 мм. Разложил сетку по периметру и сделал опалубку еще на 10 см от края утепления. Снаружи выставлял доску 150 мм по уровню. Внутри у стен дома крепил брусочек на 2 см выше, чтобы создать уклон для отвода воды. Так удобно будет разглаживать бетон, и пусть брусок останется там навсегда. Он закроется отделкой цоколя
цоколя, и если сгниет, то очень не скоро. Еще в будущем для подобных работ я пробовал прикручивать металлический штукатурный уголок как направляющую, с ним получается еще лучше. Для приемки бетона соорудил из досок, блоков и пленки место, куда вывалили все 4 куба бетона. И на армопояс растаскивали бетон ведрами, а на отмостку в ход шли и ведра, и тачка. Можно я буду? Следующие несколько дней приезжал на стройку, чтобы пролить бетон водой, и иногда за меня справлялся дождь. По-хорошему, чтобы отмостка не потрескалась, надо было сделать хотя бы по углам вставки для создания деформационного шва. Я этого не сделал, и спустя время по одному из углов пошла трещина. В целом с бетоном действовал бы по-другому, и при повторном строительстве постарался бы максимально все залить за один раз с использованием бетононасоса, так как потом в будущем меня ждала еще одна заливка террасы и крыльца. Но в тот момент я как можно быстрее хотел приступить к работам по крыше, а для этого первым делом нужно было сделать маурлат, то есть некий переходной элемент, при помощи которого скрепляются вместе крыша и стены. Маурлат решил делать просто из двух досок 150 на 50. Обработал их огнебиозащитой, нарезал полоски гидроизоляции, раскатал ее по армопоясу с двух сторон. На изоляцию сверху раскатал джутовый уплотнитель, чтобы не было щелей. Чтобы закрепить доски на шпильках, нужно было проделать отверстие, и с разметкой пришлось немного поломать голову. Попробовал несколько вариантов. Пытался по дыркам в гидроизоляции повторить отверстия на досках по шаблону, но была довольно большая погрешность. Пробовал прислонять доску к шпилькам и бить по ней киянкой, а по следу на доске делать отверстия. Рабочий метод, но тоже без доработки отверстий не обошлось. Стопроцентный вариант — отмерять по месту на доске при помощи угольника, где располагается шпилька. Доски сбил вместе 90-ми гвоздями и с шайбами закручивал гайки на шпильке. Армопояс вышел 23 тысячи рублей, отмостка 33 тысячи. Маурлат выходит совсем недорого, его учитывал в пиломатериале целиком на всю будущую крышу. Дальше решил выложить еще несколько рядов газоблока, ножовкой спилил лишнюю часть блока у фронтонов, по лазерному уровню сделал отметки на прикрученных брусках и потом между ними натянул шнур. Кладку начал на раствор, так как залитый армопояс был не идеально ровный, а следующие ряды делал, как и раньше, на пену. Стеновые блоки я заказывал, что называется, блок в блок без учета процента боя, который всегда нужно закладывать при транспортировке. И этих пары процентов блоков от общего объема мне как раз и не хватило. А следующий год постройки подкинул много приколов и с ценой на строительные материалы, которая выросла в 2 раза за год, так еще и были проблемы с наличием материалов. Пока ждал блоки, решил не терять время и залить столбчатый фундамент для стоек будущей террасы и крыльца. Выкопал ямы примерно по полметра и наполовину засыпал их щебнем с трамбовкой. Соорудил несъемную опалубку из пеноплекса и, замешивая перфоратом в ведре ЦПС, выливал все это поочередно засыпкой щебня. Пока бетон набирал прочность, ко мне на помощь приехал брат, и мы вдвоем взялись за подготовку стропильной системы будущей крыши. Для начала из остатков ЛВЛ бруса и досок сделали 3 прогона, на которые будут опираться стропила. Здесь без ошибок тоже не обошлось. У боковых прогонов внизу стойки надо было опирать не сразу в балку перекрытия, а опускать вдоль по всей длине доску. Но, как говорится, на то в жизни и нужен опыт. Пока собирали всю эту конструкцию, бетон уже схватился, и при помощи анкеров зафиксировали специальные регулировочные пластины на столбиках. В качестве стоек использовал брус 150 на 150, внизу просверлил пером отверстие, закрепил часть пластины на всякий случай через гидроизоляцию, и затем можно было надеть брус на шпильки.
насверлил. Давай. Вот так вот. Чтобы все это никуда не убежало, прихватил брус досками к маурлату и положил верхний брус. Наконец, можно было приступить к разметке стропил. Затащили доску наверх и прислоняли ко всем прогонам. Выставлены они были так, чтобы доска лежала на прогонах и на маурлате, и на брусе у стоек террасы и крыльца. Для этих целей как раз хорошо послужили винтовые регулируемые опоры под стойки. При помощи уровня и угольника разметил, где необходимо сделать выпилы, чтобы стропилина хорошо легла и имела достаточную площадь опирания. Сделать так нужно было 2 стропилины, все выпилить, затащить их еще раз обратно обе вместе, убедиться, что все точно в размер, и затем использовать их как шаблон для быстрой разметки остальных досок. Чтобы плоскость крыши получилась ровной, доски прикладывал не краем с выпилом, а верхним торцом. Тогда погрешность в размере досок не будет иметь значения. Выпиливал частично циркуляркой и частично дорабатывали ножовкой. Когда все доски были готовы, их надо было обработать огнебиозащитой. Она больше био, чем огне, и потом на самом деле смывается дождем, но уже по опыту увидел, что разница большая между обработанным лесом и необработанным, и все важные части стараюсь обрабатывать. Часть досок красные, а другая нет, потому что 2 канистры красного в магазине не было, пришлось брать бесцветный. С красным на самом деле удобнее контролировать нанесение. Еще одной задачей, про которую чуть не забыл, стала выборка подконсольной балки для крепления выносных стропил. Сами выносные стропила сбивал при помощи накладок из 200-х и одной 150-й доски, чтобы потом получить более красивый край крыши. Сдащили с братом все доски для стропильной системы наверх и приблизительно расставили по местам. Брату уже надо было уезжать, и дальше я опять справлялся в одиночку. Стропила просто прихватывал уголками по одному саморезу для удобства, чтобы все точно выставить и чтобы ничего никуда не сдуло, пока меня нет. Шаг стропил был не везде стандартным в 59 сантиметров, 4 пролета были по 92 сантиметра для возможности в будущем установить в этих местах 4 мансардных окна. Пока развлекался с досками, приехал недостающий газоблок, и можно было закончить кладку фронтонов. Кладку вел, как и раньше, на пену. Может, кому-то будет более удобным сначала выложить фронтоны, а уже потом ставить стропила. Но тут все было не в моей власти, поэтому делал как пришлось. Средние прогоны на блок не опирались, а коньковый прогон был достаточной длины, чтобы опереть его на фронтоны. Распил блоков по диагонали заставил меня изрядно попотеть. Нелегким оказалось это дело. Под конец выяснил, что проблема была в тупой ножовке. Я сменил их штук 5 за все время стройки, и возможно есть смысл купить дорогую специальную ножовку для задачи по распиловке блока. Обычная очень быстро тупится даже об блок D300. Во фронтонах также сделал выборку под консольные балки и прибил заранее подготовленные доски 150 на 50 через одну стропилину, ко второй просто в торец. Выносные стропила получились тяжелые, и надо было заметно высовываться с края крыши, поэтому позвал друзей на помощь. Для удобства крепления очень выручили прибитые металлические пластины. Дальше меня ждала хорошая тренировка рук, так как предстояло забить много килограммов гвоздей. Для верха стропил подготовил накладки и пробивал их обильно с двух сторон. Прибивал сами стропильные к маурлату наискось и к брусу у террасы и крыльца. Плюс прикрученные уголки хорошо пробивал гвоздями. Также еще необходимо было сделать опорную доску, в которой потом будет упираться утепление крыши. Молотком пришлось поработать тогда изрядно, и завершением стропилки стали кобылки. Это продолжение стропильной доски у террасы и крыльца, так как там не хватило длины доски в 6 метров. Несущая часть стропильной системы была завершена, и мне не терпелось побыстрее сделать кровлю. Для начала взялся за лобовую доску, и она меня чуть не победила.
Не в моих правилах сдаваться, поэтому благодаря аптечке в машине обработал дырку в ноге и полез на лестницу обратно. Второй раз получил доской по башке, но меня было уже ничем не остановить, доску я прибил. Использовал смекалочку, чтобы не держать длинную доску на весу, где-то прибивал заранее гвозди, чтобы на них можно было облокотить доску, а где-то использовал металлическую пластину как держалку для доски. Второй человек на крыше, конечно, очень сильно бы выручил, но выкручивался как мог. Шрамы на теле до сих пор мне напоминают о том дне, но, как говорится, кто не падал, тот не поднимался. Крайние стропильни специально стояли не вплотную к фронтону, и эти места надо было закрыть блоком, а также решил запенить щели внизу опорной доски по всему периметру. Следующий элемент крыши — это капельник. И тут мелочей не бывает, особенно в таком деле, как крыша. Единственное, на чем получилось схалтурить, я прибивал капельник просто к стропилам и не делал под него специальную опорную доску. Планки соединял вместе, чуть-чуть отгибая в одной край и вставлял друг в друга. Практика показала, что это вполне жизнеспособно. На планку капельника наклеивал бутилкаучуковую ленту и раскатывал по крыше супердиффузионную мембрану, край которой приклеивал к капельнику. По-хорошему полотна мембраны надо не только располагать внахлёст, но тоже сразу между собой проклеивать. Я этот момент упустил, но позже к нему вернусь. Раскатывать рулоны в одиночку тоже такое себе удовольствие, особенно в ветреную погоду, но благодаря степлеру и брускам контрабрешетки все получилось. Чтобы можно было безопасно перемещаться вверх по крыше, сразу бил и обрешетку из сотой доски. Для правильного укрепления листов металлочерепицы первый шаг был 280 мм, дальше бил доски с шагом 350 мм по центрам, чтобы точно ничего не упустить, и потом можно было вкрутить саморез. С металлочерепицей точность обрешетки крайне важна, так что тут надо все выполнять четко. Мембрана сама по себе уже практически является кровлей, и в сильнейший ливень убедился, что она не протекает, только в местах, где она пробита гвоздями, поэтому в идеальном мире еще бы использовать специальную прокладку между мембраной и контрабрешеткой. Стройка все больше обретала очертания дома, и настал исторический момент первого шашлыка. Перед укладкой металлочерепицы был необходим еще ряд действий. Закрыл вентиляционный зазор в 50 мм сеткой, чтобы туда не залазили насекомые и птицы. Согнул и установил крюки для водосточной системы и смонтировал по принципу с капельником еще одну планку, на этот раз карнизную. Внизу свеса к тому же были необходимы еще набитые доски, чтобы край металлочерепицы не получился заломанным. Металл в одиночку мне было никак не положить, и пока искал помощи, озадачился вводом воды в дом, который до этого был просто до границы участка, а также предстояло сделать септик. В этих делах очень выручил мини-экскаватор. Прорыли траншею до отмостки, немного доработки лопатой, и можно было завести водопроводную трубу в дом. На септике решил сэкономить и сделать его из 2 еврокубов. Мини-экскаватор, несмотря на плывун и постоянно обваливающиеся стенки, хорошо справился с задачей. Но не просто так говорится, что скупой платит дважды. Фокус с еврокубами не удался. Пришлось прибегать к девизу слабоумие и отвага и как-то выкручиваться. Приобрел 3 дренажных колодца, использовал еврокубы в качестве дна для первых 2, третий колодец был без дна. Соорудил между колодцами переливы и для большей рассеивающей способности воды в грунт после третьего колодца добавил полифильтрации. То есть прокопал траншею, положил в ней трубу с перфорацией и обсыпал все щебнем. Чтобы все это дело не замерзало и не вспучивалось, обложил весь периметр экструзией и дополнительно соединил колодцы маленькой трубой для вентиляции. Получилась вполне жизнеспособная система, где все попадает в первый колодец, твердое отстаивается, во второй попадает уже просто грязная водичка, и через третий колодец и полифильтрация уже практически чистый сток рассеивается в грунт. Первую и вторую камеру иногда надо будет откачивать машиной, но за год этого делать ни разу не пришлось. На все про все, даже с профуканными еврокубами ушло 45 тысяч рублей. И теперь настало время кровли. Металлочерепицу заказывал не самую дешевую с 0,5 толщиной металла и заказывал сразу в размер, чтобы было как можно меньше стыков и меньше нужно было пилить металл. Здесь есть и обратная сторона медали в виде того, что вот так вот разгружать длинные 6-метровые листы нельзя. И на монтаже переносить листы надо минимум вчетвером, иначе листы гнутся,
вытягиваются и потом не сходятся по волнам, оставляя некрасивые зазоры. Заранее я этого не знал, поэтому одна часть крыши получилась безобразной, на другую уже смотреть было не больно. Ко всему прочему, пришлось вести монтаж первой стороны под дождем, и это было то еще испытание. Здесь как складка блоков, самое главное выставить ровно первый лист, а дальше уже все зависит от него. Можно выставить по нитке у конька или карниза, и лучше выставлять сразу 2, а то и 3 листа. Можно крутить их между собой, не прикручивая к обрешетке, и так получится более точно выставить листы, чтобы потом к концу металлочерепица никуда не убежала. С первого раза у нас это не получилось, поэтому один скат пересобирали дважды, иначе саморезы шли мимо обрешетки, а их надо обязательно крутить под волну. Так и в принципе край листа внизу у нас хотел свалить с крыши, и получался слишком большой выступ. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Первый раз в жизни сделали оба ската за 2 дня. Короче, я бы на самом деле, как по максимуму сейчас там, вот вы сделали бы, чтобы я вам помог, и я бы съебался. Саморезы крутили внизу в каждую волну, дальше через одну в шахматном порядке. По ширине я где-то просчитался, должно было быть ровно лист в лист, но пришлось резать часть листа вдоль. Делали это тупо болгаркой, по правилам так вообще нельзя, но на практике похрен. Главное резать не на крыше, а то так можно мембрану прожечь, и искры само полимерное покрытие металлочерепицы повреждают. Я еще пробовал пилить циркуляркой с диском по алюминию, так можно. Сыкотно, конечно, но повредиться так можно только если самому от летящих с большой скоростью осколков, а пилится на самом деле хорошо. Дальше надо было прикрутить торцевые планки и планку конька. На конек предварительно приклеивал специальный аэроэлемент, чтобы в подкровельное пространство зимой не задувал снег, но при этом осуществлялась вентиляция. Все материалы для крыши дома обошлись в 206 тысяч рублей. На этом этапе у меня в очередной раз кончились деньги, и думал, что дом так и будет зимовать, но оказалось, что зима это не проблема, и как только появилась возможность для дома, были заказаны окна и дверь. В силу ограниченных финансов окна заказывались практически с самым дешевым профилем и стеклопакетом, но с хорошей фурнитурой и хватило на ламинацию с одной стороны. Даже в этом случае окна стоили 162 тысячи рублей. По монтажу окон, каким бы скупердяем вы бы ни были, самое рациональное решение делегировать работу профессионалам, и дальше наглядно покажу почему. В монтаже на самом деле нет ничего сложного, на профиль прикручивались монтажные пластины, в проемы по лазерному уровню прикручивались бруски в виде направляющих для удобства установки рамы, периметр крепления обрабатывали грунтовкой, окна распакетчивались, то есть снимался штапик, он легко выбивается стамеской. Стеклопакет отставлялся в сторону, и рама саморезами саморезалась в проем. На зафиксированную раму надевалась створка, из которой стеклопакет не вынимался, и в таком виде окна пропенивались. С пропениванием нюанс в том, что использовали специальную зимнюю пену и заранее ее разогревали у газовой пушки. Само пропенивание надо делать аккуратно и не все за раз. Делать по частям, иначе выпирающая пена может сильно погнуть раму. Сами швы не должны быть ни слишком толстыми, ни слишком тонкими. У меня они были от 1 до 3 сантиметров. После пропенивания вставлялся второй стеклопакет, и на этом в принципе все. Это не установка по ГОСТу, но про это я еще
еще расскажу дальше. Сложной задачей было, во-первых, глухое окно, потому что оно одно весит 90 килограмм. И при монтаже очень высока вероятность того, что что-то пойдет не так. И если разобьешь окно, то стоимость стеклопакета будет выше, чем стоимость услуг по монтажу всех окон. Плюс панорамное окно тоже непростая задача из-за габаритов. Но самый прикол будет дальше. В этот же день смонтировали входную дверь. Я хотел похожую на террасную, но нельзя такую дверь делать основной входной дверью в дом. Не потому, что ее разобьют и вас обкрадут, а потому, что она жутко бесит, нормально не закрывается, постоянно провисает и так далее в том же духе. На террасе она используется, как я называю, по праздникам, и так это еще нормально. А вот основную входную дверь лучше делать либо из теплого алюминиевого профиля со стеклопакетом, либо искать финскую деревянную. Я купился на дверь с терморазрывом, о чем впоследствии 35 тысяч раз пожалел за каждый потраченный на нее кровно заработанный рубль. Ставилась она по тому же принципу с монтажными пластинами, которые есть и на самой коробке, и прикручивались еще дополнительные. 130-ми саморезами в натяг, чтобы саморезы не провернулись, зафиксировали коробку без полотна к стене. Навесили полотно, отрегулировали замок, запенивали, и так я стал счастливым обладателем ключей от своего дома. Из коммуникации в доме еще не хватало электричества. Подавал заявку на подключение я почти сразу после покупки участка и ждал ее исполнения 5 месяцев. Успел еще по старому закону за 550 рублей, на сегодня 15 киловатт мне бы обошлись уже почти в 150 тысяч. Дом стал закрываться на замок, и можно было перенести электричество из бытовки в дом. В этом плане меня выручил счетчик, который висит на опоре, и на тот момент можно было отключить электричество с пульта от счетчика. Так своими силами мы завели провод в дом. По набросанной схеме на бумажке сам собирал наполнение электрического щитка. Корпус, общее УЗО, реле напряжения и хорошие автоматы от АББ обошлись в 20 тысяч рублей. По дому основной электрики еще не было, но нужно было подключить обогреватели и включить газовую пушку, чтобы можно было не замерзнуть и продолжать работы внутри. Без пушки дом остывал очень быстро, и надо было поскорее утеплить крышу. Для этого первым делом накидал настил из досок по балкам перекрытия, а также временно прокинул пару лампочек. Импровизированный пол готов, можно браться за утеплитель. Но для начала поправил косяк с непроклеенной мембраной. Дельтой приклеивал край мембраны к опорной доске. Это просто какая-то магическая лента, которая приклеивает все ко всему и намертво. Не везде ее получилось использовать, потому что очень дорого. Полотна мембраны склеивал между собой бутил-каучуковой лентой. Браться за утеплитель, честно говоря, не хотелось. На хорошую базальтовую вату денег не хватило, а купил минвату подешевле в рулонах. Работать с ней достаточно удобно, но без защиты, да что там, даже в защите весь обчешешься. Завернулся как космонавт и начал располагать вату между стропил пролет за пролетом. Благодаря рулонам это делается очень просто и быстро. Если бы еще и рулоны подходящей длины подобрать, но тогда таких не было в наличии. Самый важный нюанс, что резать нужно на 1-2 см шире, чем шаг стропил. Отрежешь меньше, рулон вывалится. Отрежешь больше, рулон прогнется посередине и тоже вывалится. И если сами стропилы будут кривые, рулон тоже вывалится. А у меня часть стропил высохла винтом, что создало дополнительные трудности.
Еще больше трудностей меня ждало при наборе толщины до 200 мм, так как первый рулон был 150 мм. Оставшиеся 50 пришлось добирать совсем обычной ватой, и по-другому было не купить. Если первые рулоны держались сами по себе, то эти без дополнительного крепления держаться не могли никак. Поэтому прикручивал поддерживающие бруски, брал садовый шпагат и мебельным степлером елочкой крепил этот шпагат между стропил, создавая поддержку для ваты. Перед тем, как закрыть минвату пароизоляции, решил убедиться, все ли хорошо с утеплением. Для этого удалось раздобыть тепловизор. Осмотрел тепловизором полностью всю коробку дома, которая к тому моменту уже отапливалась и могла держать тепло 24/7. В вкладке газоблока не нашел никаких критичных моментов, по окнам все тоже было хорошо. Самое главное правило, что температура воздуха и температура поверхности стен не должны различаться больше, чем на 5 градусов. А по утеплению на крыше я увидел, что надо лучше закрыть зону маурлата и более качественно расправлять вату внизу стропил. Осмотр снаружи не выявил никаких критичных отклонений. Отсутствие проталин на кровле и отсутствие сосулек тоже верный признак, что крыша утеплена в достаточной степени. Можно было закрывать минвату пароизоляцией. Купил не самую дешевую, специально для того, чтобы она не рвалась, как некоторые, от любого прикосновения. И с такой пароизоляцией удобно работать даже в одиночку, так как она может держать весь вес полотна всего на одной скобке от степлера. Основные правила при устройстве пароизоляции — это нахлест полотен. И нахлест, в отличие от мембраны, должен делаться не снизу вверх, а наоборот, сверху вниз, так как пар у нас поднимается наверх. И особенно важно, как можно более надежно и тщательно проклеить все стыки пароизоляции и все примыкания. Лучше всего для этого использовать дельту, но денег на нее у меня не было, я выкручивался алюминиевой лентой и местами использовал бутылку каучуковую. Она тоже очень хорошо приклеила пароизоляцию к газоблоку на фронтоне. Пытался использовать алюминиевый скотч за 300 рублей, и он через год весь отвалился, а лента за 1000 рублей за год нигде не отклеилась. И на, казалось бы, такой мелочи, как лента для проклейки стыков при строительстве каркасников, а моя крыша — это по сути каркасник, так вот на ленте ни в коем случае нельзя не экономить. Поэтому для проклейки примыкания пароизоляции у армопояса разорился на клей от дельты, которым приклеивал пароизоляцию к бетону армопояса. Теплый контур дома был готов, и коробка, способная держать в себе тепло, обошлась примерно в 1 300 000. Дальше меня ждал очень неприятный сюрприз в виде повышенной влажности. Когда я приходил в дом, было ощущение, что заходишь в баню. Вот настолько было влажно, и по окнам текло так, что на полу были огромные лужи. Произошло так потому, что газоблок очень пористый и запросто может держать в себе 3 литра воды, а блоков больше 1000. Вся эта вода испаряется, и ей некуда выйти, так как я не сразу догадался, что надо топить дом с приоткрытыми окнами. Чтобы дом не запрел и не пошел плесенью, решил немного ускорить процесс сушки и поставил в дом специальный осушитель, который показал, что внутри дома влажность 90%, при этом верхняя граница нормативной влажности 60%. Примерно за неделю непрерывной работы осушитель снизил влажность в доме до приемлемых значений. Блоки хорошо подсохли, и дальше просто оставлял дом с приоткрытыми окнами. Пока все досыхало, решил довести примыкание окон практически до ГОСТа. Для этого герметиком STIS B прошел все пенные швы вокруг окон. Это паронепроницаемый герметик. Со стороны улицы все пенные швы надо пройти герметиком STIS A, который в свою очередь уже паропроницаемый. Такой способ практически ничем не уступает монтажу с применением специальных пленок, при этом с герметиком сильно проще, быстрее и дешевле. В дополнение решил сделать утепление оконных откосов внутри дома. По этому поводу много споров, но спорят лишь те, кто не видел сравнения двух теплограмм с утеплением и без. С утеплением смещается точка росы, и наш откос никогда не потечет. Для утепления использовал 20 мм экструзии, царапал ее корщеткой для создания лучшей адгезии и специальной клей-пеной приклеивал листы на откосы. Школа жизни подкинула мне еще один интересный случай. Пока выполнял утепление откосов, обнаружил трещину на внутреннем стекле стеклопакета на одном окне. Там 3 стекла, так как это двухкамерный пакет, и треснуло то, которое внутри, то есть я никак не мог его ничем ударить. Это одна из причин, почему стоит отдавать монтаж тем, у кого покупаешь окна. Так даже при таком, казалось бы, незначительном дефекте можно поменять весь стеклопакет бесплатно по гарантии. Даже мелкая трещинка визуально раздражает, и кто знает, не пойдет ли она дальше со временем, поэтому лучше иметь возможность поменять такой стеклопакет. Все моменты, требующие внимания, я поправил, и можно было переходить к кладке перегородок, которые я выполнял по тем же принципам, что и кладку наружных стен.
Наступила весна, расцветали яблоньки, запели соловьи, и самое время взяться за внутреннюю отделку. Еще одно испытание, с которым мне пришлось справляться, это травма руки. Я повредил связки, да так, что рука попросту перестала работать. Это была правая рука. При всем желании я не мог продолжать вести работы сам. Благо в противовес к этому появилась финансовая возможность делегировать хотя бы часть работ, чтобы стройка дальше не простаивала. Так на стройке появились Рустам и Сафар. Трудолюбивые парни в мгновение ока затянули первый этаж пароизоляцией, сделали подшив доской, чтобы потом можно было изолировать перекрытие минватой. Для черновой отделки внутри дома купил гипсовую штукатурку. Перед штукатуркой надо было пройти все стены грунтовкой глубокого проникновения, и первый этап работы — это установка сетки. Делалось все не по технологии. Положено нанести тонкий слой штукатурки на стену, затем вдавить в него сетку и сверху нанести еще один тонкий слой штукатурки. Так штукатурка не отвалится и не потрескается. У меня ребята просто зафиксировали сетку саморезами и промазывали сверху штукатуркой. Так делать не положено, но ребятам повезло, и, как говорят штукатуры, штукатурка нигде не забубнела. То есть отваливаться ничего нигде не собиралось. Дальше на слой с сеткой по уровню устанавливались маяки. Между маяками накидывалась штукатурка и правилом разравнивалась в плоскость. На 50 квадратов первого этажа ребятам потребовалось всего 4 дня работы. Оконные дверные откосы закрывались гипсокартоном с металлическим уголком и штукатурились. Штроборезом прорезалась штроба в штукатурке в местах, где предполагалась установка розеток и выключателей. В штрубы прокладывался ГОСТовский кабель ВВГ-НГ сечением 2,5 мм для розеток и 1,5 мм для освещения. Соединительных коробок на первом этаже не было. Вся проводка тянулась в гофре по подшиву потолка на мансарду в будущее техническое помещение к электрощиту, и соединялись провода в коробках уже у самого щита. Соединения выполнялись при помощи гильз и пресса. Места сосредоточения электрики потенциально опасны, и для спокойного сна поставил рядом со щитом шар пожаротушения. Это своего рода автоматический огнетушитель, который сам срабатывает без присутствия людей. Протянуть внутри дома нужно было и водопроводные трубы, так как между санузлом и кухней была прихожая. В плите сделали небольшую выборку и заложили туда трубы из сшитого полиэтилена. На сегодняшний день, несмотря на все обещания по телевизору, там, где я живу до сих пор, у меня нет возможности подключить дом к газу. С печкой я жил в прошлом доме, спасибо, больше не хочется, поэтому в новом доме, кроме электричества, других вариантов у меня и не было. Выбрал в качестве основного источника отопления теплый пол электрическим кабелем. Его преимуществами являются цена, простота монтажа, лично для меня это было очень понятное устройство и его принципы работы, возможность автоматически поддерживать в доме всегда одну и ту же температуру, и при правильном монтаже пол очень надежный. Не просто так существуют производители, кто дает пожизненную гарантию на свой кабель. Важным фактором было то, что для такого отопления не нужны котлы, а значит и для этого дополнительное техническое помещение не нужно. Способ отопления с кабелем не лишен минусов, и при повторном строительстве при наличии больших денег на старте я бы озадачился либо жидкостным теплым полом, либо присмотрелся к современным технологиям XL Pipe, электроводяному полу без котла. Для кабеля самое главное соблюсти правильно шаг укладки, отступы и не располагать кабель под будущей мебелью. Правильно расположить датчик температуры и потом не сэкономить на терморегуляторах. Тогда с кабелем все будет хорошо долгие годы. По уложенному кабелю теплого пола делалась стяжка самовыравнивающимся наливным полом толщиной 1-2 см. Уже через несколько дней по полу стало можно ходить, штукатурка также практически просохла, и можно было браться за шпаклевку стен.
В это же время началась и укладка керамогранита на пол. Я всегда боялся укладки плитки, но класть ровную плитку на ровный пол, особенно используя систему выравнивания плитки, это проще простого. Это не тяжелая работа, и рука к тому моменту начала восстанавливаться. Попробовал класть сам, и это было совсем не трудно. Старался не экономить на материалах, брать хорошую штукатурку, шпаклевку и особенно клей для плитки. С хорошими материалами гораздо проще, удобнее и быстрее выполнять работу, и результат получается соответствующий. Не стал экономить я и на покупке обоев. Купил хорошие моющиеся обои с хорошим клеем. Все, что нужно сделать ровно и красиво, это, как правило, не ко мне. Поэтому работу выполнял хушкадам. Поклеил он обои в доме на 9 из 10. Я вернулся к работе на этапе водопровода. С помощью специального инструмента запрессовал аксиальные фитинги в трубы из сшитого полиэтилена. Это самый надежный вид водопровода из всех и делается проще простого даже своими руками первый раз в жизни. В туалете на стену повесили 100-литровый бойлер для горячей воды, и под ним я смонтировал водоразборный узел. Использовал коллектор, от которого до каждого потребителя шла своя труба. По незнанию допустил ряд ошибок. Второй раз я бы использовал дюймовый коллектор, и трубы по дому делал бы меньшим сечением, чем труба, которая приходит в дом. Самостоятельно установил инсталляцию и присоединил подвесной унитаз. Здесь все прошло хорошо с первого раза. Ванная, так как использовалась гипсовая штукатурка, ее было необходимо закрыть гидроизоляцией. Саму ванну купил стальную и дополнительно закатал ее автомобильной виброизоляцией, чтобы она не шумела на весь дом и вода медленнее остывала. Установил ванную до укладки плитки, так счел более рациональным, потому что можно потом обойтись без плинтусов, и само крепление ванны получается более надежным. Обильно прошелся по бортику и сверху и снизу герметиком у стены, этого оказалось достаточно. Важный нюанс, что приклеивал нагруженную ванну. Класть плитку на стены я доверил хушкадаму, и, как показала практика, напрасно. Получилось не как с обоями, а немного печально, но скорее всего сам бы я сделал еще хуже. Отделка в доме обошлась еще чуть больше миллиона, примерно поровну на материалы и работу. То, на что моих навыков хватило, это установка розеток, выключателей и терморегуляторов. Электрика в доме утащила еще 100 тысяч рублей. А также важной деталью стало заземление. Выполнил его также по новой технологии, погружая специальные штыри в землю перфоратором, без необходимости копки траншей и сварки. То, про что все забывают, это вентиляция. Для притока воздуха в дом использовал клапаны на стены. Благодаря фильтру в отверстии и конструкции клапана в дом не летит пыль. Клапаны не промерзают, в них нет конденсата, и через них почти не слышно улицу. Приток воздуха — это половина дела, вторая половина — вытяжная вентиляция. Для этих целей собрал из металлического профиля минваты и негорючих гипсовых листов подобие приемного бункера. Разместил внутри вентилятор с обозначенной максимальной производительностью 800 кубометров в час и несколькими режимами работы для регулировки. По пока еще пустому перекрытию между балок пропустил воздуховоду из туалета и ванны, присоединил к приемному бункеру и через отверстие во фронтоне дома вывел наружу. Для кухонной вытяжки установил свой отдельный канальный вентилятор с возможностью дистанционного включения-выключения, и так получил тихую вытяжку. С учетом монитора качества воздуха, приточных клапанов и вытяжных вентиляторов, вентиляция обошлась примерно в 70 тысяч рублей. Собрал необходимый минимум мебели перед приездом. Особенно очень мне понравилась металлическая гардеробная система хранения вместо ЛДСПшных шкафов. Привезли в дом замечательную кухню, и вот так спустя 3 года работы и чуть больше 3 миллионов рублей я переехал в пусть и недостроенный, но уже свой дом. Дальше по большей части опять своими руками наводил в доме красоту. Когда ты живешь в своем доме, делать это вдвойне приятнее. Смотрю на эти кадры и не верю, что это сделал я, ведь в начале стройки было очень страшно. Я ничего не умел и толком ничего не знал, но несмотря на страх, брался за выполнение задачи и доводил дело до конца. Дом понравился не только нам с женой, в доме сам собой завелся кот, который периодически приходил не с пустыми руками и радует нас своим мурчанием. Живность появилась не только дома, но и в пруду. Запустил в него пару сотен карасей, и теперь можно рыбачить прямо из гостиной. По народному поверью, мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Дом скоро обретет законченный вид, и тогда у меня будет 2 из 3, и можно будет браться за детей.
для которых мне еще предстоит превратить чердак в 2 жилые комнаты. По каждой комнате и каждому элементу в доме есть отдельные подробные видео на канале, и если по ходу ролика у вас возникли вопросы, скорее всего я уже ответил на них в одном из видео на канале. Если ответа там не найдете, буду рад ответить вам в комментариях. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальнейшие работы. После переезда в дом таки появился хотя бы эскизный проект моего дома в виде 20 листов формата А3, на которых есть все необходимые чертежи по каждому этапу работы. Кому интересно или кто хочет поддержать развитие канала, загляните в закрепленный комментарий. Огромное спасибо друзьям за помощь на стройке, и не знаю, что бы я без вас делал. Огромная благодарность всем людям, кто так или иначе поучаствовал в строительстве, без которых многого бы не появилось в доме, и в целом благодаря помощи весь процесс ускорялся. Мой вам поклон, я этого никогда не забуду. Желаю вам, кто как и я мечтал о своем доме, воплотить вашу мечту в жизнь. Помните, получилось у меня, получится и у вас. Этот YouTube канал существует специально для того, чтобы помочь вам в этом. Очень надеюсь, что был вам полезен, и до встречи в следующем видео.